Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». В этом ролике мы продолжим обобщение выводов, начатых в первой части ролика, который назывался «Часть первая. Золото, доллар, рубль. Как сохранить стоимость, структура сбережений, капитала», который мы с вами сделали в апреле. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под роликом в его описании. Этот ролик, который мы сейчас смотрим, первая часть, о которой я только что упомянул, и следующая, третья часть ролика, в которой мы рассмотрим построение долгосрочной позиции золото-рубль, это обобщение всего предыдущего материала канала. Ключевыми роликами для хорошего понимания того, о чем мы с вами дальше сейчас будем говорить в этом ролике и его третьей части, помимо первой части этого ролика, являются ролики «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота». Золото-доллар 4, часть 2. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию. И последний ролик. Роль золота в определении качества облигаций, недвижимости, акций. Ссылка на них сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Подчеркну, что эти ролики необходимы именно для логичного и доказательного восприятия того, о чем мы сейчас будем говорить дальше. Напомню, что я стараюсь обосновывать и доказывать все свои утверждения. В этом ролике мы с вами более строго определим понятие нейтральной позиции в золоте и качественно определим возможную структуру сберегательной позиции в накоплениях или корпоративном капитале в разрезе золото-доллар. С учетом того, что я в основном ориентируюсь на частного инвестора, мы с вами в основном говорим о роли золота для частных инвестиций. Но точно такую же, если не большую роль золота, как более качественные инвестиционные деньги, играет и для качественного построения корпоративных активов. Это следует из того, что, как мы увидим, когда будем смотреть сырьевые рынки, золото позволяет более качественно определять истинную экономическую конъюнктуру, являясь самыми сильными деньгами, позволяет выстраивать наиболее адекватные и безопасные стратегии развития. И самое главное, все экономические законы были сформулированы именно для отображения экономических и финансовых показателей именно в золоте. Сильно вдаваться в корпоративные приложения мы с вами не будем, но иногда я буду показывать корпоративные расширения и следствия. Цели наши сугубо практические, а не академические абстракции. А это в первую очередь способы увеличения безопасности и сохранения стоимости наших с вами сбережений. Поэтому я ухожу от строгих и сложных математических доказательств, а стараюсь показать все выводы на конкретных практических примерах и приемах. В первой части ролика, опираясь на предыдущий материал, мы с вами окончательно пришли к выводу, что деньгами, по крайней мере, инвестиционными деньгами, гораздо безопаснее и выгоднее считать золото. Это приводит к совершенно конкретным и осязаемым финансовым преимуществам и результатам. Если говорить конкретно, то нейтральная, то есть пассивная позиция в золоте в последние 100 лет была примерно в 100 раз выгоднее, чем пассивная позиция в долларе. Несколько лучше, но не кардинальная ситуация для швейцарского франка. Для всех остальных фиатных валют этот показатель будет еще хуже. А если говорить о рубле, то для него этот показатель будет хуже в десятки миллионов раз, чем обычная позиция в золоте. Поэтому любую позицию в какой-либо из валют с уменьшением позиции в золоте, а в дальнейшем и в любом активе, в том числе и в недвижимости, в основных фондах, мы будем считать инвестиции из нейтральной позиции, то есть из золота. То есть любая позиция в валюте – это для нас инвестиция из золота или короткая позиция к золоту в этой валюте. Это означает, что если мы находимся в валюте, то мы как бы заняли у себя, то есть у своей нейтральной позиции золото и купили на него валюту, в которой находимся. Я не буду вдаваться в абстрактные споры с монетаристами за частоту их долларовых убеждений. Это просто то определение, которым я буду пользоваться дальше. Но оно является следствием наших с вами чисто практических результатов. Те, кто согласен терять, а значит платить из своих личных денег после оплаты потерь,
могут пользоваться иным определением. Таким образом, любое состояние, отличное от позиции в золоте, мы рассматриваем как инвестицию. Совершенно логично звучит вопрос, а как оценивать эту инвестицию? Мы его уже частично рассматривали, этот вопрос, в упоминавшихся выше роликах. Логичный ответ на него звучит совершенно просто. Если мы пришли к выводу, что наиболее качественными деньгами, то есть наиболее хорошо сохраняющими стоимость, является золото, то и результаты наших инвестиций нужно оценивать именно в этой единице, то есть в золоте. Мы сами немного затронули это в ролике про недвижимость в Штатах. Ролик назывался «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота», когда отразили стоимость недвижимости в золоте. И там мы получили потрясающий результат, когда провели серию правильных сделок. Мы не затрагивали вопрос методики определения правильного момента сделок, поскольку совершали их на старых данных. Мы проводили абсолютно одинаковые и правильные доходные сделки в абсолютно одно и то же время для обоих случаев. Но в одном случае, после завершения инвестиций, мы возвращались в золото, а в другом в доллар. Естественно, поскольку мы играли на старых данных, мы получили в обоих случаях положительный результат. Но дело не в этом, а в том, что для случая, в котором деньгами, то есть тем, во что мы возвращаемся, после инвестиций было золото, мы получили результат на 300% лучше. Лучше, чем в первом случае, в котором деньгами, то есть нейтральной позиции, были доллары США. Дальше мы с вами убедимся, что эта картина сохраняется абсолютно на всех рынках. В депозитах, на любых фондовых и облигационных рынках, на любых рынках недвижимости и товаров. А значит и для прямых инвестиций, поскольку упрощенно прямые инвестиции – это инвестиции в основные средства и в производственно-управленческие процессы для формирования производящей позиции в каком-либо из товаров. Это преимущество отражения в золоте является следствием естественных физико-экономических законов сохранения. Золото в этом случае является наиболее простым и качественным приближением для единицы измерения финансово-экономических процессов. Но отмечу, что только хорошим, естественным и привычным приближением. Поскольку наша цель – практика, дальше вглубь иконофизики мы с вами лезть не будем. Наша задача – оценить возможные изменения нашей нулевой позиции в текущих условиях по отношению к доллару. Напомню, что в уже упоминавшемся ролике «Золото-доллар. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию», мы с вами уже сталкивались с открытием позиции из золота в золоте за счет долларового кредита. Там, как и в ролике по работе с недвижимостью, мы с вами тоже поэкспериментировали с двумя стратегиями по тому же принципу, что и в недвижимости. В одной стратегии у нас нейтральные позиции были доллара США, а в другой – золото. Как и в недвижимости, мы совершали правильные и абсолютно одинаковые сделки. Очевидно, что поскольку мы работали на старых данных, в обоих случаях мы заведомо получили положительный результат. Но как и в ситуации с недвижимостью, результат, в котором деньгами, то есть нейтральной позицией, являлось золото, мы получили результат на 300% лучше, чем в той ситуации, где деньгами, то есть нейтральной позицией, являлись доллары. В первой части этого ролика, в апреле, мы рассматривали эту же ситуацию, но уже на обратном графике, когда котируемым активом были $2000. В первую очередь я сделал это из психологических соображений, для того, чтобы вы физически и наглядно ощутили, что означает понятие, что деньги это, что золото это деньги, и каким выгодным для нас последствиям это приводит. С учетом того, что многие методы прогноза, включая и технический анализ, более качественно работают в золотом представлении, лучше было бы рассматривать все валюты в золоте, рассматривать все валюты именно в золоте, как мы смотрели доллар. Но для того, чтобы упростить связь с общедоступными данными, мы с вами дальше в основном будем смотреть на золото в обычное представление. То есть будем котировать золото в валютах. Но обратной котировки есть публикации на Дзене к первой части этого ролика, и вы всегда можете их глянуть.
Иногда, когда будет необходимо, мы сами будем возвращаться к этому отображению. Но в дальнейшем именно в таком представлении, то есть золоте, мы посмотрим на многие рынки. Потому что именно в нем можно давать адекватные трактовки и объяснения тенденциям на рынках, вплоть до определения циклов Кондратьева. А в долларовом представлении при попытке хоть что-нибудь объяснить получается очень сложная лабуда, скрывающая один простой факт – субъективную эмиссию доллара и его соответствующую инфляцию. Но экономический смысл этого простой – постепенное снижение реальной оплаты за труд. Это не глухая теория, а именно тот причинный фактор, который вы должны понимать. То есть то, для чего деньги перестали быть золотыми, для того, чтобы вы больше работали. И именно это решение владельцев денег и приводит к тому, что наши сбережения, если они находятся в фиатных валютах, даже если они на депозитах, постоянно теряют свои покупательные способности. Но процесс этот нелинейный. Иногда возникает ситуация, когда даже депозиты выгодны. Особенно подчеркну, что более выражена эта ситуация в более доходных, чем депозиты активов. Там эти периоды и длиннее, и более ярко выражены. Поэтому пока мы это глянули на недвижимости, но далее посмотрим и в других активах. В данном контексте валюты в основном являются транзитным средством для осуществления инвестиций в депозиты, облигации и иные активы. А сами эти активы для принятия решения об инвестировании необходимо смотреть и анализировать непосредственно в золоте. Есть еще один эффект, о котором я уже упоминал. Все методы анализа и прогноза абсолютно всех рынков при котировании их в золоте работают гораздо лучше. Математикой грузить не буду. Объясню это тем, что все эти методики анализа, как экономических данных, так и анализа динамики рынков, исторически разрабатывались до 60-х годов прошлого века. А значит, для условий золотого стандарта, которых с начала 70-х нет и в помине. Сейчас для нефизиков и для нетехнарей будет почти матерная фраза. Для самых продвинутых в физике и технических дисциплинах намекну, что золото просто является неплохим приближением для одного из инвариантов экономической системы. Если бы Маркс в свое время владел знаниями об интегралах движения, то эконофизика началась бы лет на 150 раньше. Но он остановился на понятиях труда и капитала. Извините, пожалуйста, больше в этом ролике разговаривать на птичьем языке не буду. О возможности инвестирования в депозиты можно судить непосредственно по поведению конкретной валюты к золоту. Именно к этому мы сейчас и перейдем. Мы оценим то, насколько сейчас реальная позиция может отличаться от нейтральной позиции в золоте. И каковы могут быть ее пропорции. Естественно, по отношению к доллару. На качественном уровне, то есть знак позиции, мы с вами уже определяли в первой части ролика на обратных котировках. Сейчас мы это сделаем на прямом графике, а также определим примерные пропорции золота и доллара в позиции. Поэтому переходим к золоту в долларе. Это у нас золото в долларе в годовых свечах с 60-х годов прошлого века примерно по 2000 год. Я взял наш старый график из ролика «Золото-доллар. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию». В нем мы сами рассматривали две стратегии инвестирования в золото. Как обычно, этот график, который мы сейчас смотрим на экране, есть в Дзене к этому ролику. Ссылки на него под роликом и в его описании. В одной стратегии у нас деньгами было золото, в другой деньгами был доллар. Как вы помните, несмотря на то, что в обеих стратегиях сделки проводились по одной и той же цене и в одно и то же время, в случае, когда деньгами было золото, результат получился на 300% лучше. Операции по первой стратегии, где у нас деньгами и нулевой позиции были доллары, я убрал. Оставив только сделки по второй стратегии, где деньгами было золото. Когда мы с вами смотрели в первой части ролика на график обратной котировки, где товаром являлись 2000 долларов, с понятием того, что золото является деньгами, проблем не было.
На том графике это воспринималось легко и естественно. Для того, чтобы еще раз лучше понять, что означает понятие, что золото – это деньги, давайте быстро просмотрим ту нашу стратегию покупок в случае, когда деньгами было золото. И еще раз акцентируемся на том, каким последствиям в плане трактовки сделок и структуры позиций это приводило. Вот здесь в середине конце 60-х годов, когда действовал золотой стандарт, а точнее золотослитковый, все, кто владел и золотом, и долларами, как и прочими фиатными валютами, с определенными условностями находились в золотой позиции. Вот здесь. Но к середине 60-х вследствие экономических законов прибыльность бизнеса, а значит активов, сильно упала. В экономической литературе это явление носит название падение рентабельности основного капитала. Внятных объяснений этого нет, как со стороны политэкономии, так и со стороны монетаристов. Это объяснение дает только эконофизика. Именно эта же, так и нерешенная тогда проблема были экономической причиной падения СССР. И она же является причиной развивающейся сейчас мировой экономической катастрофы тысячелетия. Решение этой задачи есть только у России. Это решение в техноэкономической стратегии, реализуемой нашим президентом. Но сейчас пока это не является нашей целью. Для того, чтобы сохранить прибыль капитала, владельцами денег было принято решение сократить расходы на труд. Оно реализовывалось двумя путями. Переносом производства в развивающийся мир, где труд стоил дешевле, и прямым снижением оплаты труда на Западе. Второе на Западе впрямую номинально было сделать невозможно. Народ бы восстал и взялся бы за вилы, если бы произошло номинальное сокращение зарплат в долларах. Поэтому пошли по пути удешевления, то есть порчи того, в чем эта зарплата исчислялась, и затеяли снижение золотого содержания валюты. А значит, реальной покупательной способности доллара и всех валют, которые к нему были по Бреттон-Вудсу тогда привязаны. Естественно, что это должно было привести к снижению и покупательной способности всех накоплений в фиатных валютах. По этой же причине началось и обесценивание реальной стоимости оборотного капитала производственного бизнеса. Потребление и производство для сохранения видимости нормальности и поддержания объемов потребления пришлось кредитовать, к радости кредиторов. Источником кредита выступили эмиссия, обесценивающиеся накопления в валютах и прибыль ростовщического финансового капитала от снижения стоимости труда и переноса производств в развивающийся мир. А потом источниками кредитования стали и владельцы эмиссионных долларов по всему миру. Именно это постепенное лишение реального бизнеса оборотного капитала и замещение его заемным лежит в основе конфликта между теми, кого представляет Трамп, и ростовщиками-финансистами, которых сейчас представляет Байден. В 10-х годах после кризиса 2008 года это противоречие резко обострилось и наступила так называемая новая нормальность. Но те, кто реально стоял за этой новой нормальностью, естественно, загодя еще в 60-х, вот здесь, начали быстро замещать собственные валютные активы золотом, а остальные активы переводить на финансирование за счет кредитов, которые они сами себе же и выдавали через эмиссию доллара. Я прошу извинить, мне тут кошка на плечи запрыгнула, но по всей видимости она решила стать кинозвездой, а может быть теханализ тоже изучать. В начале 70-х, когда в основном этот процесс перестройки активов кого надо закончился, началась плановая девальвация доллара. Вот она пошла. Вот здесь в начале 70-х мы с вами, находясь полностью в золоте, прокредитовались и сделали первую покупку золота. Наш стартовый капитал был 25 унций, то есть примерно 1000 долларов. По средней цене 60-х 40 долларов. Под залог этого золота мы прокредитовались на 1000 долларов в объеме всего нашего стартового капитала 25 унций, то есть на 1000 долларов, и купили по цене 40 долларов
такой же объем золота, как у нас был в остатке. 25 унций. А теперь вспомните первую апрельскую часть этого ролика, где мы смотрели эту стратегию на обратной котировке, то есть на стоимости доллара в золоте. Тогда мы трактовали эту сделку по-другому. Там мы не кредитовались для покупки золота, а занимали актив, то есть доллары, и продавали его за деньги, то есть за золото. Именно так я дальше буду трактовать сделки на этом классическом графике для этой стратегии. То есть мы заняли 1000 единиц актива, 1000 долларов, и продали их за 25 единиц денег, то есть за 25 унций золота. Вот здесь вот. Вот она, надпись. Но на самом деле так оно и есть. Доллар – это не деньги в экономическом смысле этого слова, поскольку он не сохраняет стоимость. Это эмиссионное кредитное средство. А настоящими экономическими и инвестиционными деньгами, сохраняющими стоимость, является золото. Кредитно-расчетное средство, которое мы заняли, то есть доллар, с 1971 года, начал падать к деньгам, то есть к золоту. Вот здесь примерно. И вот здесь в 1975 году мы продали по 150 долларов за унцию 13,5 унций золота. Вот оно. Это 2000 долларов. 1000 долларов – это то, что мы занимали. И еще 1000 долларов – это проценты по займу. По ставке 20% годовых на 5 лет. То есть вот она эта запись. 1000 плюс 20 на 5 лет. На записи для учета записано, что мы продали чуть больше 14 унций. Ну, для удобства счета. Вот она, 14. Типа с учетом других расходов. А теперь это интерпретация графика в стоимости доллара в золоте. В 1975 году мы откупили обратно эту проданную 1000 долларов. Вот здесь. Мы откупали обратно проданную 1000 долларов, то есть 1000 единиц актива. Плюс 1000 долларов – это проценты за их использование. Продали мы по цене 1 унция за 150 долларов. Для этого мы потратили чуть меньше 14 долларов денег. Ну, вот она, запись. И вот здесь очень внимательно. Это будет очень важно дальше, когда мы будем оценивать текущую позицию. Поскольку доллар сильно упал к золоту в цене, примерно в 4 раза, то денег, то есть золота, для покупки 2000 долларов нам потребовалось меньше. То есть всего примерно 14 унций, а не 25, которые мы получили изначально при продаже занятой расчетно-кредитной единицы, то есть доллара. А прибыль в золоте в размере 25 минус 14, то есть вот она, 25 минус 14, то есть 11 унций, стала нашими собственными средствами. Теперь новое значение нашей нулевой позиции, то есть собственных средств, это 25 унций, которые были раньше, вот они, плюс 11 унций. В итоге наша новая нулевая или нейтральная позиция 36 унций золота. Вот они. Внимание, предупреждение. Как и в ролике «Золото-доллар. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию», в котором мы рассматривали эту стратегию, я обязан вас предупредить. Объем сделок, который мы с вами использовали в рассмотренных сейчас сделках, приняты таковыми только из удобства расчетов и для удобства восприятия. И никаким образом не являются примером для подражания. На самом деле объемы сделок определяются из объема возможных потерь в результате сделки. А значит тем, насколько далеко от входа в рынок находится стоп по прекращению потерь. В случае, если после сделки рынок будет двигаться в неблагоприятном направлении. Это означает, что объем сделки в основном определяется 3 вещами. Размером возможных потерь в одной сделке, свойствами системы анализа и прогноза рынка и состоянием рынка. Но совершенно четко работает правило. Чем больше предыдущие колебания рынка, тем меньше объем сделок в направлении последнего колебания. И наоборот. Чем уже колебания, тем ближе находятся стопы. И тем больше могут быть объемы открываемой позиции. Чуть позже в этом ролике, когда будем смотреть текущую позицию, мы посмотрим
то, как примерно используется этот алгоритм расчета объема открываемой позиции с учетом риска. Но вернемся обратно к нашей стратегии и ее интерпретации с точки зрения нулевой позиции. После закрытия позиции в 1975, вот здесь, мы в 1978 году, вот примерно вот здесь, где стоит синяя стрелка, по таким же принципам еще раз занимали доллары, продавали их за золото, и потом в 1981 году опять фиксировались. Вот здесь вот. В результате наш собственный капитал увеличился до 46 унций. Вот он. Вот эта запись отражает эти операции. Это стало нашей новой нейтральной позицией. 46 унций золота. Мы рассмотрели покупки золота из нулевой позиции. А теперь рассмотрим то, что мы не смотрели ни в первой части ролика, ни в ролике, там, где рассматривали увеличение доходности за счет того, что нейтральные позиции считали золото. То есть сейчас мы рассмотрим такую схему, которую раньше не рассматривали. То есть мы рассмотрим продажу золота из нулевой позиции, то есть из золота. Это фактически работа в понижении. Посмотрим то, как это повлияет на нашу позицию в золоте и как это будет интерпретироваться. Кошка не выдержала постоянного говорения и напряжения съемочного процесса и сбежала. Вот здесь в 1981 году, вот здесь, на пробой минимума падающей звезды 1980 года, вот это, мы закрывали длинную позицию в золоте, то есть позицию открытую кредит. В дальнейшем, поскольку некоторая часть зрителей начала смотреть наши ролики не с самого начала, в большинстве случаев мы будем пользоваться классическими общедоступными графиками. Я практически всегда, когда речь будет идти о сделках в золоте и валютах, буду пользоваться традиционной терминологией. Но всегда буду подразумевать тот смысл, который мы с вами в это вкладываем. То есть, что на самом деле речь всегда идет о том, что настоящими деньгами, по крайней мере инвестиционными, является золото. Я уже об этом говорил и раньше. Но это замечание для тех, кто еще не смотрел наших предыдущих роликов. И периодически, используя традиционную терминологию, я буду все-таки об этом оговариваться. Продолжаем дальше. Пробой дна годовой падающей звезды в 1981 году позволял нам задуматься об открытии позиций в понижении золота или в нашей терминологии позиции в повышении доллара к золоту. Я не буду долго останавливаться на техническом обосновании такой возможности. Мы сейчас занимаемся не техническим анализом. Замечу лишь, что срабатывание сигнала в большом масштабе, сейчас в годовом, как, например, сейчас, обычно дает нам после этого достаточно широкие границы для движения инструмента, оставляя, тем не менее, сработавший сигнал в силе. Сейчас это пространство для движения, оставляющее в силе годовой сигнал, это диапазон всей годовой падающей звезды. То есть вот этот вот, до самого максимума. Поэтому на практике по сигналам большого масштаба открывается либо очень небольшая позиция, либо она просто как бы держится в уме. Но эта небольшая позиция большого масштаба очень значимая с точки зрения влияния на дальнейшую позицию. Она фундаментально изменяет нейтральную позицию. И что бы мы потом не делали в меньших масштабах, как только сработают условия закрытия позиции в меньших масштабах, а при этом условия открытия позиции в большом масштабе останется в силе, то мы должны оказаться в позиции нейтральная позиция плюс или минус условная сделка от сигнала в большом масштабе. Плюс или минус – это в зависимости от направления сигнала и системы анализа. Прошу извинить за достаточно сложное отступление, но его важность хорошо будет понятна тем, кто сталкивался с проблемой противоречия разнонаправленности
масштабов. И напомню, что адекватное разделение масштабов – это масштабный коэффициент по времени между 4 и 6, ну то есть 4,6 примерно. В нашем случае мы во все эти тонкости погружаться не будем. Для нас сейчас не важен ни конкретный доход, ни контроль рисков. Мы рассматриваем годовую падающую звезду 1980 года, вот эту, только как демонстрационную возможность, чтобы понять то, как работает понятие нейтральной позиции в золоте при работе понижения золота. Подчеркиваю, те виртуальные операции, которые мы сейчас проделываем, это не попытка игры на старых данных, а только демонстрация принципа. Поэтому цены и объемы существенного значения не имеют. В демонстрационных целях и, подчеркиваю, только чтобы легко было считать, на пробое минимума падающей звезды 80-го года, вот этой, в 81 году, мы откроем позицию в понижении золота в размере 40 унций, вот здесь. То есть мы продаем по $450. 40 унций из нашей нейтральной позиции, 46 унций. Вот здесь это записано. 40 унций по $450, 40 унций по $450 – это 18 тысяч долларов. Закрываемся мы по пробою вверх максимума восходящей звезды 85 года. Вот по вот этой свече. Примерно по $350. Что означает термин «закрываемся»? Он означает, что мы полностью возвращаемся в свою нейтральную позицию, то есть в золото. Подчеркиваю, наша короткая позиция была не в том, что мы, находясь в долларах, занимали золото и продавали его коротко. Нет. А в том, что мы, находясь в нейтральной позиции, то есть в золоте, инвестировали из этой позиции в доллар. А потом выходим из доллара с прибылью и полностью возвращаемся в золото. То есть то, что мы считаем деньгами, и то, что мы считаем нашей нейтральной позицией, кардинальным образом меняет и наш объем покупки, когда мы закрываем позицию, и нашу конечную позицию после закрытия нашей продажи. Что происходило бы в случае, когда деньгами мы бы считали доллары, а нейтральной позицией считали бы позицию в долларе? После продажи 40 унций в 1982-81 году, получив при этом 18 тысяч долларов, вот эти вот. При закрытии этой короткой продажи мы покупали бы только 40 унций, вот здесь, в 85-м, по 350. И возвращаем эти 40 унций занятые. А разницу в 4000 долларов из-за снижения цены на 100 долларов прибавляем к остаткам долларов. В результате мы полностью в долларах. А в ситуации, когда мы деньгами считаем золото, и, соответственно, нейтральные позиции считаем тоже золото, объемы операций и конечная позиция меняются. В этом случае при продаже в 1981 году, то есть вот здесь вот, мы считаем золото не заемным активом, а деньгами и нашей нейтральной позиции. А 18 тысяч долларов мы считаем объектом инвестирования. Поэтому, когда мы закрываемся в 85-м, вот здесь, вернее 86-м, мы покупаем не 40 унций для возврата заемного золота, а закрываем позицию в долларе. То есть мы продаем все доллары за то, что мы считаем деньгами. То есть мы продаем за золото все 18 тысяч долларов. 18 тысяч долларов по цене 350. Вот он, 18 тысяч долларов по 350. Это 51,4 унции. То есть чуть больше 51 унции. Хвостик спишем в комиссионные. Вот и появилось первое отличие. Когда мы считали деньгами доллары, то мы покупали 40 унций. А когда мы деньгами считали золото, то мы в этой же терминологии покупали уже 51 унцию.
Второе отличие. В первом случае, когда деньгами считаем доллары, наша конечная позиция, то есть нейтральная позиция, это доллар. А когда мы деньгами считаем золото, то конечная, то есть нейтральная позиция, это позиция в золоте. Если бы это первая операция, ее закрытие, если это была бы первая операция и ее закрытие, и мы бы в обоих случаях начинали с одной и той же величины капитала, но в разной форме, то есть либо в долларах, либо в золоте, то после закрытия этой первой сделки разницы в размере прибыли в конечном капитале не будет. Она начнет появляться позже, на следующих сделках. Строго и в цифрах это показано в уже упоминавших сегодня роликах, как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота, и золото-доллар, как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию. Ссылка на них под этим роликом. Основная причина этого в том, что золото в среднем растет к доллару. И в случае, когда вы нейтральной позиции считаете золото, то вы в нем в среднем находитесь дольше и в больших объемах, чем в том случае, когда вы нейтральной позицию считаете доллары или какую-либо другую фиатную валюту. После этого еще добавляется эффект того, что в случае, когда деньгами является золото, собственные средства растут быстрее. И, соответственно, опережающими темпами растет объем сделок. Еще пара замечаний. Для знатоков свечного анализа. Да, закрытие по восходящей звезде 1985 года, вот здесь, было не очень обосновано, так как с учетом всех аналитических факторов восходящая звезда 1985 года, как и восходящая звезда 1982 года, то есть вот эта вот звезда, вот она, не очень рабочая. Но, повторяю, это просто демонстрация работы принципа нейтральной позиции в золоте, а не изображение лихой работы технического анализа на старых данных. На самом деле, в реальной жизни, в терминах свечного анализа, наиболее безопасной была примерно следующая стратегия. В момент завершения отрисовки падающей звезды 80-го года, вот этой вот, то есть в конце 80-го года, нужно было переходить в масштаб на 1,5-2 порядка ниже. То есть примерно в месяцы, ну, может быть в кварталы. Месяцы – это масштаб с годами 1 к 12. И в нем смотреть на складывающуюся картину. И анализировать, нет ли возможности для продаж с перспективой в последующем пробоя минимума падающей звезды. То есть вот этой вот 80-го года. Аналогично при закрытии этой позиции в понижении в 85-86 годах. Вот здесь. Примерно та же схема. Переход в меньший масштаб. Второй момент. На самом деле в 1981 году инвестиции в золото осуществлялись не в доллары, то есть вот здесь мы выходили не в доллары, а, например, фондовые активы. Например, во входящие в Dow Jones акции, или в облигации, или в недвижимость, или в нефть. Они в этот период как раз начали фундаментально расти на золоте. То есть доллары при этом были не целью инвестиций на самом деле, а только средством расчета, чем они и являются. Или средством транзита при инвестировании в золото в другие активы. Фондовые рынки и сырье мы с вами совсем еще не смотрели и не анализировали в золоте, но для иллюстрации этой мысли мы сейчас глянем Dow Jones в золоте в этот период. В левом окне у нас вот здесь индекс Dow Jones с 60-х по наше время, но выглядит он очень непривычно и необычно. Дело в том, что здесь он отражен в золоте до начала 70-х, примерно до этого периода. До тех пор, пока в том или ином виде существовало золотое обеспечение доллара, он фактически в золоте и рассчитывался. А с начала 70-х доллар отвязали от золота, и из печатного станка получился философский камень, то есть тот, который все превращает в золото. А в Штатах за счет всего остального мира начался веселый и задорный праздник. Вот, обратите внимание, что до 80-х
вот здесь, вот она, отрисовал маленькую восходящую звезду. Вот она. Напомню, что золото к доллару в 80-м тоже отрисовало звезду. Вот она. Но только падающую. В недвижимости, облигации, сырье и прочем была примерно похожая картина. Причем обратите внимание на масштаб роста доллара в золоте за первую половину 80-х. Он вырос примерно с 1,5 унций, вот отсюда, до примерно 4,5. Вот отсюда. То есть примерно в 3 раза. А не на какие-то несколько десятков процентов, как это за это время вырос доллар к золоту. Ну, как вот здесь было. Таким образом, на самом деле, в начале 80-х мы инвестировали бы не в доллар. Мы инвестировали бы в доллар только как в расчетное средство. Но конечной целью были бы другие активы, акции, облигации и прочее. Позже мы на Dow Jones проделаем такой же эксперимент, как и на недвижимости, в ролике «Как в 3 раза», который делали в ролике «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота». Ссылка на него под роликом. И увидим примерно такой же результат увеличения доходности в несколько раз. Но мы немного отвлеклись, это будет чуть позже. Возвращаемся к золоту в долларе. Мы с вами отвлеклись на Dow Jones с момента, когда мы инвестировали из золота условно в доллар в 1981 году. Вот отсюда. И с небольшой прибылью вернулись в 1986 в доллар. Вот здесь. Обратно. И с небольшой прибылью вернулись в золото. Теоретически можно было еще рассматривать возможности продажи золота за доллары в конце 80-х. Ну, примерно вот здесь вот. Но сейчас это не наша цель. Нам даже не важно то, в каком объеме и по каким ценам мы потом открывались в длинные позиции в начале 2000-х. Наша цель – текущее состояние и его трактовка. Поэтому сдвигаемся по графику вправо к текущему состоянию. Вот так. В начале 2000-х, вот здесь, как вы помните, мы инвестировали в золото. То есть, находясь в позиции в золоте, покупали золото в кредит за доллары. Далее, в начале десятых, вот здесь, мы эту инвестицию фиксировали. Вот эта вот красная стрелочка как раз это обозначает. То есть мы продали золото ровно столько, чтобы рассчитаться с кредитом, а прибыль оставили в золоте. И таким образом опять оказались в нейтральной позиции. Но в новой нейтральной позиции. То есть в золоте, но в большем количестве, чем в начале 2000-х, чем вот здесь. Даже если мы переходя дальше, если мы переходя в меньший масштаб, немного инвестировали вот здесь из золота в доллар в начале десятых, по только что рассмотренному примеру, ну, когда мы в понижении играли, то примерно вот в этом месте в 2019 году мы эту инвестицию в доллар закрывали, переходя в нейтральную позицию, то есть в золото. То есть мы открылись вот здесь понижение, и в 2019 году по квартальным данным, закрывались в 2019 году, так как мы это делали раньше вот здесь вот. При этом в меньшем временном масштабе мы могли немного приоткрыться против доллара, то есть купить золото в кредит. Вот здесь мы могли одновременно с закрытием позиции короткой по золоту, мы могли купиться немножко золотом в кредит. Далее напомню, что в соответствии с нашим долгосрочным анализом и прогнозом в ролике «Золото. Прогноз на 15-20 лет. Экономика России выросла на 20%. Кризис на Западе будет еще 40-60 лет». Сделано в памятном, сами помните, какими медицинскими событиями в 2020 году был реализован критерий очень долгосрочного роста. Пробой максимума 2011 года.
Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под роликом его описание. Критерий отмены этой долгосрочной тенденции, как вы помните, находится глубоко внизу, в области примерно 450-550 долларов, примерно вот здесь. Поэтому по критерию увеличения долгосрочной тенденции в этой ситуации большую длинную позицию в золоте против доллара открывать достаточно рискованно. Потому что в случае, если придется ее закрывать по критерию 450-550, вот здесь, потери по ней будут слишком велики. Размер этой масштабной длинной позиции зависит от принятого объема риска и расстояние примерно от 450 до 1900 долларов. Вот примерно вот этого расстояния. На мой слегка консервативный взгляд, объем этой долгосрочной позиции может быть не более 1-2%. Поскольку масштабный критерий увеличения вероятности долгосрочного роста, о котором мы говорим, сформирован на графиках 2,5 десятилетнего масштаба, то это означает, что мы говорим о том, что более высокой является вероятность роста или как минимум восходящих колебаний на горизонте до нескольких десятков лет. Подробно я на этом останавливаться не буду. Если подзабыли эту аргументацию или не смотрели, гляньте в ролике с долгосрочным прогнозом, который я сейчас упоминал. И с учетом того, что это критерий очень долгосрочной тенденции, а условия его отмены находятся очень глубоко, то эта небольшая добавка будет болтаться с нами очень долго. И условно она как бы увеличивает размер нашей нейтральной позиции. Этот момент не просто воспринимается, но он очень важный. Он раскрывает технику взаимодействия разномасштабных позиций. Чтобы это было лучше понятно, я покажу это на нашем конкретном примере. Пусть наша небольшая добавка к нейтральной позиции для определенности будет 1%, то есть вот здесь вот сделанная. Она добавлена по масштабам 2,5-10 лет. И предположим, что перед этим, в 2019 году, мы открывались в золоте вверх, вот здесь. Но там мы могли открываться по масштабу не больше, чем квартал. Поэтому перейдем в кварталы. Это тот же график золота в долларе, но в кварталах. И с начала десятых годов, вот отсюда, по сегодняшний день. Обратите внимание, что когда мы открывались по кварталам, длинную позицию по золоту в 2019 году, вот здесь, например, на пробое вверх диапазона 2016-2018 годов, вот этот, то критерий отмены этого сигнала относительно близко. Это нижняя граница диапазона 2015-2018 года. Это примерно 250-300 долларов, ну, в зависимости от системы анализа. От точки открытия позиции примерно 350 долларов. Поэтому в этом случае сделка может быть больше, чем та, которая будет открыта потом по годовым или пятилетним свечам. Ну, то есть вот здесь. Для определенности примем сделку по квартальным свечам в 20% от капитала. Поскольку ширина диапазона, то есть зоны разделения сценариев, примерно 25%, то есть вот этой зоны от капитала, от текущей цены, примерно 25% от текущей цены, то в случае неудачи мы потеряли бы примерно 25% от объема открытия, то есть от 20% капитала, то есть примерно 5% от капитала. Это вполне приемлемый риск. В зависимости от системы анализа вы могли дополнительно открываться на следующих свечах. Но нам сейчас это не важно. Важен сам принцип взаимодействия позиций разного масштаба. Теперь смотрим дальше. В течение нескольких кварталов золото двигалось в нашу сторону и при этом пробило максимум 2011 года. Вот здесь. Вот он максимум 2011 года. Он вот здесь был пробит.
В третьем квартале 2020 года, вот он, золото сформировало значимую и правильную падающую звезду в кварталах, подходящую, по крайней мере, для фиксации прибыли по длинным сделкам. Использовать эту квартальную свечу для игры в понижение было бы достаточно рискованно, поскольку это происходит против полугодового и 2,5-летних трендов, по которым к тому же только что сработал критерий их подтверждения. Вспоминаем принцип, в соответствии с которым открываться против тенденции старшего масштаба более безопасно как минимум по структурам на 2 порядка ниже. То есть в данном случае против полугодового масштаба более-менее безопасно открываться по масштабам не больше недельного. На мой взгляд, правильнее говорить о тренде не в годовых свечах, а в полугодовых или о 2,5-летних. Поскольку следующим, более близким к месячному масштабу с коэффициентом 4,6 является именно шестимесячный, то есть полугодовой масштаб. А следующим к полугодовому масштабу является 2,5-летний масштаб. Но в этой конструкции есть еще один нюанс. На мой взгляд, год и полугодие более правильно отсчитывать не от начала календарного года, а по началу весны. Например, с конца марта, то есть с начала нового сельскохозяйственного сезона, или с конца сентября, с окончания сельскохозяйственного сезона. Кстати, именно так считается финансовый год в США. А в Китае и финансовый календарный год считается с февраля, с астрономической весны в этих широтах. Связано это с годовой сезонностью циклов потока энергии от Солнца. И, кстати, 2,5 года ложится с коэффициентом 4,5 в маленький цикл солнечной активности – 10-12 лет. Они в свою очередь складываются в 60-75-летние циклы. Это циклы Кондратьева. И далее, именно цикличность интенсивности потоков энергии от Солнца к Земле и определяла циклы эволюции жизни и развития цивилизации в том числе. Но мы сейчас пока в эту тему отклоняться не будем, тем более, что в наших масштабах эти эффекты малы и ими можно пренебречь. Поэтому я буду говорить годовые масштабы, подразумевая под этим тенденции в полугодовых или 2,5-летних свечах, не детализируя, если это не будет существенным. Возвращаемся к нашему графику. Как я уже говорил, по окончании третьего квартала, вот здесь, 2020 года, сформировались условия для закрытия по квартальным данным длинной позиции, которую мы с вами открывали с начала 2019 года, то есть вот отсюда, по квартальным данным. Напомню, что в терминологии, которую я употребляю, длинная позиция – это позиция, открытая в кредит. Я показываю взаимодействие позиций разного масштаба в формате свечного анализа, потому что он достаточно прост и нагляден в пояснении взаимодействия разных масштабов. Но выводы о необходимости закрытия среднесрочной длинной позиции, открывшейся с начала 2019 года, можно было получить и другими методами. Например, при помощи фигур классического анализа, используя различные наборы технических индикаторов и так далее. Но сейчас нам важна не мотивация и обоснование закрытия позиции, и не демонстрация сомнительных способностей игры на старых данных, а принцип взаимодействия решений разного масштаба. Когда мы закрываем по квартальной падающей звезде длинную позицию, открывшуюся с начала 2019 года вот отсюда, то, во-первых, это возврат в нейтральную позицию, то есть позицию в золоте. Напомню еще раз, позиция была открыта в кредит. И мы продаем золото или покупаем за золото долларов столько, чтобы погасить кредит. Остальное золото остается и увеличивает нашу нейтральную позицию. И вот здесь, поскольку у нас есть еще исполненный более длинный сигнал из годовых масштабов, возникает нюанс. Вне зависимости от того, какими методами мы делали анализ и пришли к выводу, что необходимо закрывать длинную квартальную позицию, этот результат будет относиться к тенденции с начала 2019 года. То есть мы закрываем результат вот от этой тенденции с начала 2019 года. А касаемо реализованного критерия из более долгосрочных годовых данных, мы знаем, что критерий его аннулирования находится достаточно глубоко, где-то вот там,
внизу на графике не видно, 450-550 долларов. Но он-то не выполнен. То есть эта часть позиции не должна закрываться. Для примера, то есть для иллюстрации, мы полагали размер этой длинной долгосрочной позиции примерно 1-2%. А среднесрочная, которую открывали по кварталу, примерно 20%. Но ее мы закрываем не всю, а только чтобы закрыть кредит. Пусть для определенности за счет того, что золото выросло к доллару, то есть, ну вот этот рост, размер непогашенного долларового кредита составляет примерно 15%. Точно считать, как в прошлые разы, мы не будем. Это просто формальный пример, и точность не важна. Но поскольку у нас все еще действующий критерий по увеличению долгосрочной позиции размером 1-2%, то и кредит мы гасим не весь, а оставляем эти 1-2% кредитной длинной долгосрочной позиции. Условно можно сказать, что часть нашей среднесрочной позиции за счет срабатывания более долгосрочного критерия как бы повзрослела или перешла в другую возрастную категорию. Заметьте, что прибыль, полученная до этого при работе с квартальной позицией, то есть вот с этой вот, с начала 2019 года, как бы создает подушку безопасности, если нашу небольшую годовую позицию будет очень сильно болтать. Дальше посмотрим на то, как наша нейтральная и долгосрочная позиция будут взаимодействовать с игрой в понижение. Как с ней взаимодействует нейтральная позиция, мы с вами только что уже разбирали, но еще раз повторим. Как я уже говорил, квартальный масштаб давал возможность только для фиксации длинной позиции. Надежных критериев для игры в понижение в нем не было. Поэтому перейдем в месяцы. Это наш график в месяцах. В месяцах, как и в кварталах, достаточно явных критериев для работы в понижение тоже не было. Более-менее подходящие для этого условия были в неделях и в днях. В дни недели мы опускаться не будем, поскольку нам сейчас не очень важно обоснование возможности работы в понижении, а нужно только посмотреть взаимодействие разномасштабных позиций. Напомню, что конечная наша цель – это выяснение того, как обстоят дела с позицией сейчас, то есть какова ее временная и долевая структура, и каковы критерии ее изменения в будущем. Поэтому предположим, что правильный анализ в днях и неделях мы тогда проделали и открылись в районе 1900. То есть примерно вот здесь. Вот в этом месте. Например, в размере 30% от капитала. Пусть наша стартовая позиция после закрытия длинной квартальной позиции для определенности 102%. 100% это нейтральная позиция, а 2% это наша долгосрочная длинная позиция. Напомню, что в нашей терминологии короткая позиция в золоте – это продажа золота из нейтральной позиции, то есть из позиции в золоте. Также эту продажу можно трактовать как занятие длинной позиции в инструменте, за который мы продаем золото. В данной ситуации мы как бы за реальные деньги, то есть за золото, покупаем доллар. Писать на графике цифры, чтобы не зачернять его, я не буду. Точно размер самих цифр не очень важен. Важна логика операции. Поэтому цифири я проговорю на словах. Стартовая позиция у нас 102%, 100 это нейтральная позиция и 2% долгосрочная. Пусть по 1900 вот здесь. Мы продаем золото для определенности 30% от позиции. В итоге после продажи у нас 102% минус 30%. Итого получается 72% от первоначальной позиции. И 28% золота по цене 1900, вот по этой. Теперь у нас в долларах. Кредит в размере 2% на долгосрочную длинную позицию у нас, естественно, погасился. Правильный недельный и дневной анализ могли дать, что продажу золота нужно было откупать в диапазоне 750-850. Ну, где-то вот в этом вот месте. В этой области мы откупаем золото. Но поскольку продавали мы по 1900, откупаем, например, по 1800, то есть продавали вот здесь, откупаем примерно вот здесь.
то, потратив все доллары от продажи золота, мы можем купить больше, чем продавали изначально. Но опять нюанс. Мы не только возвращаемся в нейтральную позицию, то есть позицию полностью в золоте, но и возвращаем небольшую кредитную 2% позицию по долгосрочному годовому сигналу. Поскольку в результате работы в понижении капитал у нас на 6-7% подрос, то и абсолютный размер этой 2% длинной позиции, 2% длинной кредитной позиции увеличился на эту величину. Таким образом, при работе в понижении длинная долгосрочная кредитная позиция у нас закрывалась, но при закрытии короткой позиции мы ее вернули обратно. Это иллюстрация того, как соотносится по своему смыслу и содержанию работа в разных масштабах и позиции в разных масштабах. С другой стороны, мы сейчас на реальном примере посмотрели то, для чего мы смотрели такую длинную историю в золоте. Этот принцип взаимодействия масштабов работает вплоть до минутного масштаба. Движемся далее, к сегодняшнему дню. Период 2021-2022, начало 2022 года позволяли открываться в длинные позиции как в днях, так в неделях, так и в месяцах. Мы посмотрим только месяцы. Подробно о прогнозе поведения золота к доллару и о критериях изменения краткосрочных сценариев его поведения я говорил в прогнозах в ролике начала декабря 2021 года «Золото-доллар. Краткосрочный прогноз на 3-9 месяцев» и в ролике начала января 2022 года «Золото. Прогноз на 3-9 месяцев» на январь 2022 года. Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под этим видео в его описании. Можете глянуть, заодно убедитесь в адекватности тех прогнозов. В Дзене эти ролики датируются концом 2022 года, поскольку я переносил на Дзен архив из YouTube в то время. В YouTube эти ролики были размещены именно в эти сроки, поэтому желающие убедиться в реальных датах записи роликов могут воспользоваться ссылкой на YouTube. Поэтому я подробно не останавливаюсь на возможностях открытия в период начала 2021 года. В период с начала 2021 года по начало 2022 года, а только обобщая результат. Мы могли открываться вверх в этот период как в днях, так в неделях, так и в месяцах. Поскольку перед нами не стоит задача банальной игры на старых данных, дни и недели я разбирать не буду, а только быстро пробегусь по месяцам. Как было ранее отмечено в роликах того периода, с марта по август 2021 года сформировалось условие открытия вверх. То есть вот этот период. Это пробитие максимума июня 2021 года. То есть вот этого максимума. В январе 2022 года это условие опустилось в максимум ноября 2021 года. То есть в январе, вот в этом месяце, это условие опустилось вот сюда. Это максимум ноября 2021 года. Об этих критериях я говорил и в упомянутых роликах, роликах прогноза того периода. Там же я говорил, что критерии эти не очень сильные. И, как я там говорил, это должно было отразиться в небольших объемах позиций. Позиции, открываемые по этим критериям. В неделях и днях критерии срабатывали раньше, и, соответственно, объемы в этих масштабах могли быть выше. И небольшая часть дневной или недельной позиции позже могла преобразоваться в месячную, так как мы только что рассматривали на примере месяцев и годов. Но нам сейчас важно не это. В феврале 2022 года, после реализации месячного критерия роста, вот здесь, был выполнен еще один критерий долгосрочного роста, пробой максимума 2021 года, то есть пробой вот этого максимума. В упоминавшихся роликах в прогнозах конца 2021 и начала 2022 года я об этом критерии говорил. Критерий этот достаточно слабенький, поэтому полпроцента в него, больше полпроцента в него вкладывать нельзя. Мы примем 1%. Но у нас есть предыдущий очень долгосрочный сигнал 2%.
В итоге на долгосрочные критерии приходится 3%. Это та длинная долгосрочная позиция в золоте, открытая в кредит к в добавление к нейтральной позиции в золоте. Еще раз напомню, что, как мы определились, наша нейтральная позиция – это позиция в золоте. Таким образом, к началу марта 2022 года, то есть вот к этому времени, без учета месячных, недельных и дневных позиций, наша долгосрочная позиция – это нейтральная позиция в золоте, то есть полностью в золоте, плюс 3% длинной долгосрочной позиции в золоте, открытой в кредит по данным выше полугодового масштаба. Мартовская падающая звезда, вот это, была слабым критерием для фиксации длинной позиции в месяцах и неделях. И совсем непригодным сигналом для работы в понижении. Но очень сильные критерии для работы в понижении были в неделях и днях. Поскольку в месяцах на пробое месячной падающей звезды, вот этой мартовской, пробой произошел в апреле, мы получили как минимум приостановку или отрицание месячной тенденции, то можно было попробовать использовать дневные и недельные данные для работы в понижении. Месячная длинная позиция могла закрыться по месячной падающей звезде, вот по этой. Соответственно, недельная длинная и дневная длинная позиция могли точно так же закрыться по этой месячной падающей звезде. А недельные короткие позиции также должны были закрыть еще 3% долгосрочной позиции и открыть короткую позицию в золоте в пределах как минимум 15-20%. То есть из недель и из дней вот здесь мы могли открыться в понижение в размере минимум 15-20% от всего капитала. То есть за счет недель и дней по падению 2022 года мы могли двигаться максимум с позиции 80-85%. Вот здесь вот. Подчеркиваю, я сейчас не играю на старых данных и не пытаюсь дать методы технического анализа. Я показываю принцип взаимодействия позиций разного масштаба. Поэтому я не считаю заработанные на старых данных деньги, а просто показывает то, как примерно меняется нейтральная длинная долгосрочная позиция. Я только что сказал слово «примерно». Оно относится к объемам открытия позиций в разных масштабах. Логика расшифровки этого слова «примерно». Объем открываемой длинной или короткой позиции в основном определяется тремя ключевыми параметрами. Первый – это допустимый объем возможных потерь в одной сделке или нескольких последовательных сделках в процентах от капитала. Это очень индивидуальный показатель. Он характеризует готовность к принятию объема риска. Если этот показатель равен нулю, то нет никаких позиций. Есть только нейтральная позиция в золоте, периодически пополняемая за счет появляющихся дополнительных свободных средств. Вопрос только в том, чтобы делать эти дополнительные покупки по наиболее выгодным ценам. Два следующих очень важных параметра, определяющих объем риска, из которых объем открываемых позиций следует, это расстояние до стопа по открываемой позиции. Это расстояние определяет возможный объем потерь на единицу открываемой позиции. Стоп по позиции – это ценовой критерий, достижение которого будет означать, что вероятность реализации прогнозируемой тенденции резко снижается. То есть это констатация того, что реализовалась вероятность неблагоприятного исхода. Расстояние до этого стопа и вероятность его срабатывания вместе с объемом допустимых потерь в одной сделке или серии сделок полностью определяют объем позиции. Но само место сделки по открытию позиции, расстояние до стопа и вероятность срабатывания стопа определяются, во-первых, состоянием рынка и статистическими характеристиками системы анализа. Это очень важно. То есть определяется рынком и той системой анализа, которой вы пользуетесь, и в первую очередь ее качеством. Слово «примерно», употребленное к объему открываемой позиции в золоте,
как раз и относится к личному объему принимаемого риска и к системе анализа. Если личный объем риска можно определить как среднестатистическую величину в пределах 5-10% от капитала, то с системами анализа может быть очень широкий разброс. Чем качественнее система анализа и чем меньше временной масштаб, тем больше может быть объем одной сделки. То, как на это влияет временной масштаб, я полагаю, вы уже догадываетесь. Если говорить в терминах волн Эллиота, то чем меньше масштаб, тем на менее мелких масштабах волн Эллиота вы работаете. И, соответственно, естественным образом стопы ближе. Сама же система анализа, если говорить в терминах волн Эллиота, должна эти волны с определенной вероятностью идентифицировать, и еще она должна определять контекст, в котором эти волны реализуются. То есть она должна учитывать более крупные масштабы. Друзья, ролик получается слегка длинный и не очень простой. Но иначе я не могу вам аргументированно объяснить свою точку зрения на то, как сейчас может выглядеть позиция золото-доллар. Принцип, который я сейчас объясняю, достаточно важен для последующих тем. И если вы немного подустали, то самое время немного отвлечься и размяться. И, может быть, немного спокойно поразмышлять. Продолжаем дальше. В силу всего сказанного, начиная с мая 2021 года, примерно вот отсюда, мы опускаемся по падению золота, вот по этому падению, с позиции в золоте примерно 80-85%. Это максимум. Это если мы открылись вниз в размере 18-23%, вот здесь, по недельным данным. Остальное это доллары, то есть 18-23%. Напомню, что мы при открытии вниз по неделям временно прикрыли небольшую, примерно в 3% длинную долгосрочную позицию. Еще раз подчеркну, этот объем 85-80% это то, что следует из недельных данных. Если вы работали по дням или еще по меньшему масштабу, вы, естественно, могли открыть и более большую позицию. То есть позиция в долларах могла быть еще меньше. Здесь очень важный момент, на котором нужно обязательно акцентировать внимание. Поскольку мы пришли в предыдущих роликах к аргументированному убеждению, что нашей нейтральной позицией является позиция в золоте, то это кардинально отличает наше мнение о том, что в нашем случае считать позицией. То есть, что является нашим риском и от какого объема его необходимо считать. И до какого стопа нужно смотреть расстояние. Так вот, исходя из доказанных нами утверждений, нашей позицией является не 80-85% золота в портфеле, а 18-23% долларов, плюс 3% закрытой долгосрочной позиции. Это кардинальное отличие. Во-первых, мы сразу с вами имеем дело с меньшим объемом риска. А во-вторых, эти риски рассматриваются совершенно от других диапазонов или фигур, если говорить на языке классического анализа. То есть наш риск не в позиции в золоте 80-85%, и вот в этом широком диапазоне, вот он, широкий диапазон 2020-2022 года. А наш риск 18-23% долларов плюс 3%, и вот в этом гораздо более маленьком диапазоне, то есть гораздо более узком. Марта 2022 года. Это кардинальное, фундаментальное отличие. Позже мы посмотрим, как оно проявилось на рынках и в ошибках наших крупнейших компаний и банков. Как мы с вами только что оценили, мы стартовали в мае 2022 года, вот здесь, максимум с 80-85% остатков нейтральной позиции в золоте. И с 18-23% открытой позиции в долларах. В неделях или днях мы дальше могли увеличить позицию в долларах, но сейчас это не важно. Мы смотрим только принцип. Пробой минимума 2021 года вот здесь, вот этого минимума, произошедшего вот здесь, реализовал критерий закрытия длинной месячной позиции, такой железный критерий, длинный такой, очень такой твердый, хардкорный, длинной месячной позиции. Но она у нас по факту уже была к этому моменту прикрыта или по месячной падающей звезде, вот по вот этому слабому сигналу, или через короткую недельную или короткую дневную позицию.
Но этот пробой минимума 2021 года не вел к открытию долгосрочной короткой позиции в золоте. Может быть, он немного подрезал полугодовую, но я сейчас эти тонкости учитывать не буду, чтобы не усложнять. И в целях иллюстрации оставлю суммарную долгосрочную позицию, которую мы держим в уме, на размере 3%. Конфигурация сентября, октября, ноября, вот это, в неделях или днях, если ее посмотреть, давала очень сильные критерии закрытия короткой позиции в неделях или днях и открытия в этих масштабах длинной позиции по золоту. То есть вот здесь вот при пробое вверх вот этого диапазона закрытие короткой позиции в днях или в неделях и неплохие критерии для открытия длинной позиции вверх. Прогноз среднесрочного роста золота из этого места я давал в ролике. Золото, прогноз 3-9 месяцев, часть 1, декабрь 2022 года, холодная партизанская война. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим роликом, его описание. В этом же ролике был дан прогноз роста золота, который потом корректировался в следующих роликах. По конфигурации сентября, октября, ноября, вот по вот этой вот, закрылась коротконедельная позиция. Это привело нас к нейтральной позиции полностью в золоте, плюс 3% долгосрочной позиции. Замечу, что если мы в понижении сработали эффективно, то наша новая нейтральная позиция в золоте в граммах увеличилась. Ну, то есть мы немножко заработали. И, соответственно, возвращенная 3% длинная долгосрочная позиция тоже немного увеличилась. Это произошло, поскольку эти 3% рассчитываются от нового значения собственного капитала, то есть от новой базы. Но могло произойти увеличение объема длинной долгосрочной позиции еще по одной причине. Проявился эффект того, что мы как бы опустили цены открытия по этим длинным позициям, к ценам их стопов. Это произошло вследствие того, что мы за счет работы в понижении как бы опустили цену реального открытия долгосрочной позиции из максимума 2021 года, вот отсюда, где мы ее открывали, там частично, ну и там у нас еще было тоже достаточно высоко, а опустили в минимум 22, вот здесь мы ее возвращали. Видите расстояние, на которое мы ее опустили? Примерно с 1950, ну в 1750 примерно. Примерно на $200. То есть длинная долгосрочная позиция могла... Так, пардон. Например, размер долгосрочной позиции мог бы стать не 3% от собственного капитала, а, скажем, 3,5%. Но я, чтобы не усложнять, учитывать эти эффекты не буду. Я просто показал примерную логику. То есть, что могло происходить. То есть, какие могли быть усложнения и расширения. По недельным и дневным данным в период сентября-ноября 2022 года, примерно в момент закрытия короткой позиции в неделях, в зависимости от системы анализа и нейтральной позиции в золоте, к нейтральной позиции в золоте и возвращенным 3% долгосрочной длинной позиции мы с вами могли открыть дополнительную длинную позицию в днях или неделях. Еще раз подчеркну, что на недельном и дневном уровне происходит такая же эволюция и постепенное структурирование позиции, как это было показано на месяцах и годах. Позиция, открываемая из маленького масштаба, хоть до минутного, всего более узких зон разделения сценариев, в среднем всегда может быть больше, чем позиция, открываемая в более старшем масштабе. Но она всегда имеет в своем составе позиции, которые обладают свойствами позиций большого масштаба. Это определяется всей предысторией. Поскольку наша цель не демонстрация системы анализа, а иллюстрация принципа нейтральной позиции в золоте, я не буду задавать объем возможных сделок и высчитывать гипотетическую прибыль по возможному открытию длинной позиции в неделях или днях в сентябре-ноябре 2022 года, то есть вот отсюда. Отмечу лишь то, что если эти позиции были открыты в дополнение к длинной долгосрочной позиции и принесли прибыль в будущем, то они увеличили собственный капитал. И, соответственно, при закрытии этих коротких позиций, при фиксации прибыли по ним, небольшая их часть в силу увеличения собственного капитала могла стать долгосрочной длинной позицией, увеличив ее
размер. О критериях изменения краткосрочной динамики золота к доллару в январе 23 вот здесь вот, и мая 23 года я говорил в уже упоминавшемся ролике «Золото. Прогноз 3-9 месяцев. Часть 1. Декабрь 22 года. Холодная партизанская война» и в последующих роликах. А также в майском ролике «Выполнение прогноза золото-доллар. Прогноз на 3-9 месяцев. Май 2023 года». Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим роликом в его описании. В этом же ролике был дан критерий начала коррекции золота в мае 2023 года. Пробой вниз уровня 1977 долларов за унцию. Этот критерий был выполнен. Также был дан прогноз вероятных областей коррекции золота к доллару. Критерий коррекции вниз относится к позициям масштаба не старше недельного. Как вы можете видеть, на нашем месячном графике мы имеем в мае 2023 года сформировавшуюся падающую звезду, вот эту. В месяцах пробой ее дна – это по большей части сигнал закрытия среднесрочной месячной позиции и позиции в более младших масштабах. Он сейчас выполнен. В принципе, открыть месячную позицию мы здесь не могли. Она могла быть открыта только либо недельная, либо дневная. Но в силу нескольких технических свойств эта падающая звезда, вот эта, является очень слабым критерием для работы в понижение. Но она после своего формирования и пробоя вниз дополнительно усиливает такие критерии для более младших масштабов, например, для недельного. Критерий начала коррекции из уже упоминавшегося майского ролика «Выполнение прогноза золото-доллар, прогноз на 3-9 месяцев мая 2023». Пробой вниз уровня 1977, примерно вот здесь что находится этот уровень. На нем могла быть не только закрыта недельная дневная, длинная позиция, но и открыта короткая, например, недельная позиция. Риск по этой короткой позиции разница между максимумом мая, то есть между вот этим вот местом, 265 долларов, и уровнем открытия краткосрочной короткой позиции 1977 долларов, ну примерно, может чуть ниже. То есть это примерно 100 долларов, но чуть меньше. И это примерно 5% от цены открытия. Поэтому если принимаемый риск возможной потери в одной сделке, например, 2-3%, то открываемая короткая краткосрочная позиция могла быть порядка 30-40%. Возьмем меньшее значение 30%, чтобы еще снизить риск. Подчеркиваю, мы ориентируемся только по неделям. В меньших масштабах объем короткой позиции мог быть и гораздо больше, вплоть и до отрицательных значений золота в портфеле. После фиксации в мае небольшой длинной короткой, после фиксации вот здесь вот в мае небольшой длинной короткой позиции, повторно открытой предположительно в марте, ну вот примерно, допустим, вот здесь по недельным данным она открывалась, мы находились в нейтральной позиции, то есть в золоте, то есть полностью в золоте, плюс 3%, то есть когда закрыли небольшую длинную позицию. То есть наша общая позиция была 103%. 100% это собственные средства в золоте, и 3% это долгосрочная позиция в золоте, открытая в кредит. Открытие в мае краткосрочной короткой позиции в золоте по недельным данным в размере 30% от капитала привело нас в позицию, из нейтральной позиции привело нас в позицию 73% в золоте и 27% в долларах. Как трактуется эта короткая позиция в золоте или инвестиция в доллар, открытая на неделе 15-18 мая 2023 года? Мы, находясь в нейтральной позиции, то есть полностью в золоте, и имея небольшую долгосрочную длинную позицию в золоте, открытую в долларовый кредит, приняли решение краткосрочно инвестировать из золота в доллар.
Подчеркиваю, это только результат открытия коротких позиций из золота в долларе. И еще раз подчеркиваю, только по недельным данным. И с теми размерами рисков потери в одной сделке, которые я проговорил. При этом для определения места открытия позиции и местоположения стопов для определения ценового риска я пользовался определенной системой анализа, основанной на недельных данных. Если пользоваться какой-то иной системой анализа и прогноза, то может получиться другой совершенно результат. В дополнение к этому, если к неделям принять во внимание возможность совершения сделок в других масштабах, вплоть до одноминутного, то естественно, что и текущий результат суммарной позиции будет совершенно иным. Теоретически даже до отрицательной позиции в золоте. Учет недельного масштаба и ниже – это фактически игровые сделки, требующие как минимум еженедельного или ежедневного изменения анализа и, соответственно, плана действий. Более младшие масштабы требуют еще более частого анализа и управления. На самом деле базовой нейтральной позицией можно считать только позицию по масштабам не младше полугодового. Это то значение позиции в золоте, из которого мы начинаем инвестировать и в которое мы возвращаемся после инвестиций. Естественно, что если эти инвестиции были неудачными и принесли убытки, то наша позиция, базовая позиция в золоте будет уменьшаться. Именно так было в первой части этого ролика. Часть 1 золото, доллар, рубль. Как сохранить стоимость. Структура сбережений капитала. Апрель 2023. Ссылка на него была в начале этого ролика и есть ссылка под этим роликом. В том ролике, когда мы смотрели обратный график, то есть график доллара в золоте во второй половине 90-х, мы с вами осуществили инвестицию из золота в доллар и вынуждены были выходить ее с небольшим убытком. Если бы забыли или не смотрели, гляньте. Это пример того, как нейтральные позиции, то есть собственные средства в золоте, могут уменьшаться в результате убытков. Операции на основе недельных данных я привел только в качестве возможности показать взаимодействие данных разного масштаба не на истории, а на текущих данных, и чтобы показать реальный результат. Но поскольку в силу того, что выходить с частотой раз в неделю только по теме золота-доллар достаточно обременительно, и поскольку впереди у нас еще как минимум с десяток инструментов, то я не буду обращаться к недельным данным на регулярной основе, а в основном буду пользоваться полугодовыми или месячными данными при показе нейтральной позиции и ее изменений. Фактически, это крайне консервативный подход. Но в важных ситуациях я буду комментировать возможности в меньших масштабах. Прогноз динамики золота к доллару я последний раз корректировал в уже упоминавшемся сегодня майском ролике. Выполнение прогноза золото-доллар, прогноз на 3-9 месяцев мая 2023 года. Ссылка на него под этим роликом в его описании. Там же я давал критерий начала происходящей сейчас коррекции. Пробой вниз уровня 1977 долларов. И там же я давал прогноз областей коррекции и продолжительности коррекции. В целом я этот прогноз оставляю в силе и коротко повторю его. В силу того, что прошло некоторое время и добавились данные, он не будет механическим повторением предыдущего прогноза. И, наверное, добавятся какие-то нюансы. Для этого мы с вами перейдем с графика, на котором ввели позицию, на график, на котором делали разметку волн и уровней поддержки. На котором, собственно, мы с вами и делали прогноз. Это месячный график, но им я пользуюсь только для иллюстрации прогноза. Сам анализ и прогноз были сделаны с использованием не только данных месячного и более старших масштабов, но и данных меньших масштабов. Эти выкладки и обоснования достаточно сложны для восприятия, без дополнительных знаний, поэтому их я вам приводить не буду и изложу только результаты. Но, тем не менее, для того, чтобы правильно воспринять и понять эти результаты, нужно будет не только внимательно слушать, но и смотреть на график, на котором я буду показывать прогноз. Можно параллельно открыть график из Зена. Ссылка на него под этим роликом в его описании. Подчеркиваю, мой прогноз – это не истина последней инстанции, а всего лишь мое мнение по поводу наиболее вероятного сценария поведения золота в ближайшие несколько месяцев. Завершение всего корректирующего движения вниз, то есть вот такого примерно,
Я ожидаю я ожидаю во второй половине августа, начале сентября, то есть примерно вот здесь. Коррекция, на мой взгляд, то есть вся коррекция, на мой взгляд, будет двухтактной. Окончание первого такта я ожидаю в конце июня, начале июля, то есть где-то в текущее время, в области 1890-1915. То есть вот здесь, докуда мы уже и дошли. Обратите внимание, что уровень 1890 уже достигнут. На графике эта область показана двумя синими линиями. В этой области в терминах классического лестничного анализа в днях или неделях сформируется либо конструкция разворота вверх, либо фигура продолжения падения. То есть, скорее всего, это будет такая нейтральная фигура, которая будет читаться двояко. Наиболее вероятна конструкция разворота. Реализация условий разворота более вероятна. В случае их исполнения область наиболее вероятной локальной коррекции 1960-1980. То есть примерно вот сюда вот. Вот в это место. Наиболее вероятно, что при этом совокупные данные с середины мая, то есть вот отсюда уже, по моменту завершения коррекции, то есть вот по вот это вот время, в совокупности образуют конструкцию продолжения движения вниз. Обратите внимание, что перед этим я говорил о конструкции или фигуре продолжения или разворота. Но при этом речь шла о данных середины июня по начало июля. То есть в первом случае я говорил о вот этих вот данных. Во втором случае я говорю уже о более широких данных. Вот об этих. То есть в данном случае я говорю о данных большего масштаба. То есть середины конца мая по началу июля. То есть при расширении данных более мелкая конструкция одного типа является составной частью конструкции другого типа, но большего масштаба. В этом есть доля субъективизма. Но это не строгость, одна из отрицательных черт классического технического анализа и волн Эллиота. В случае, если остановка или локальный разворот в конце июня, начале июля произойдут, то наиболее вероятные условия продолжения второго такта коррекции вниз – это пробой вниз минимума июня или июля в зависимости от того, что будет ниже. В случае выполнения по этой фигуре или конструкции условия продолжения коррекции вниз, золото наиболее вероятно опустится в область 1790-1820, то есть примерно вот это вот место. На графике эта область помечена зеленой и синими линиями. Отметьте внимание, что все линии, которые вот здесь проведены на этом графике, мы провели их 1,5 года назад. Если это произойдет, то в этой области очень высокая вероятность формирования в днях или неделях, то есть вот здесь вот, очень четкой и ясной фигуры или конструкции разворота. В этом случае наиболее вероятный срок выполнения условий разворота вторая половина августа, начало сентября. Второй вариант поведения после первой коррекции, то есть после завершения вот этой вот коррекции, которая должна завершиться, то есть уже к текущему времени, к концу июня, началу июля, это постепенно сужающиеся к августу колебания в диапазоне 1900-1980. То есть примерно вот в этом диапазоне. То есть о чем идет речь? Не будет выполнено, может быть не выполнено условие продолжения коррекции вниз, и рынок начнет колебаться вот в этом диапазоне. В этом случае данные с начала марта по начало-середину сентября в своей совокупности в неделях или в месяцах образуют конструкцию или фигуру продолжения волны вверх, сформированной с сентября 2022 года по май 2023 года. То есть данные, которые сформируются вот здесь, во втором варианте коррекции, то есть если не будет выполнено условие продолжения вниз, в своей совокупности образуют, то есть уже еще большего масштаба данные, то есть образуют фигуру продолжения вот этого движения, вот этой вот волны.
Локальный минимум этой фигуры продолжения в диапазоне 1900-1980 долларов наиболее вероятен в конце августа, в начале сентября 2023 года. Это опять возможный пример смены характера конструкции или фигуры при увеличении масштаба ее рассмотрения. Самым консервативным, но не единственным критерием закрытия короткой позиции в золоте, открытой по пробитию минимума недели 1-5 мая 1977 долларов, на сегодня является еженедельно смещающийся максимум последних 5 недель. До закрытия текущей недели 26-30 июня это уровень 1986 долларов за унцию. Если этот уровень не будет пробит вверх на этой неделе, то на следующей неделе 3-7 июля этот консервативный стоп сместится в максимум недели 29 мая 2 июля в уровень 1984 доллара. Этот консервативный стоп будет смещаться еженедельно вправо в новый максимум последних 5 недель, пока не будет пробит. Короткая позиция либо закроется по скользящему максимуму последних 5 недель, который будет постепенно опускаться, либо постепенно будет скользить с рынком вниз. Обращаю ваше внимание, что этот критерий закрытия по первому такту коррекции. Только по первому. В случае закрытия короткой позиции в июне или в июле, как я уже говорил, минимум июня или июля, в зависимости от того, что будет ниже, будет критерием для открытия, вновь открытия короткой позиции в размере 10-15% от капитала. В случае пробоя вниз этого минимума июня или июля. В случае его пробоя я ожидаю ухода золота как минимум к уровню второго минимума, то есть в зону 1790-1820, то есть вот сюда вот. Но в этом случае я также допускаю высокую вероятность ухода золота ниже диапазона до диапазона 1700 долларов, плюс-минус 20 долларов, то есть вот сюда вот. Вероятность достаточно глубокой коррекции повышает то, что волна золота вниз, вот это в 2022 году, вот эта вот волна, в неделях имела четкую пятиволновую импульсную структуру. И до тех пор, пока не будет пробит максимум 2022 года, вот этот максимум 2022 года, это 2071, то есть 2071 доллар. Будет сохраняться высокая вероятность того, что золото сможет опуститься и ниже минимума 2022 года, то есть ниже уровня 1614 долларов. Напомню, что в одном из долгосрочных анализов прогнозов я говорил, что в период с 2011 по 2013 год, то есть вот в этом месте, так вот сделаем. Вот в этот период, с 2011 по 2013 год, были совершены какие-то макроэкономические, геополитические или крупные действия на рынке золота, которые привели к тому, что в зоне 1200-1300 долларов, то есть примерно вот в этой вот зоне, сформировалась как минимум очень сильная зона притяжения. Потом в течение нескольких лет рынок очень долго тусовался около этой зоны. Обратите внимание, вот здесь вот. Второй фактор, играющий на подвал золота, фундаментальный. Инфляция в Штатах не влазит в их целевой диапазон. И, судя по риторике ФРС, не понимает, в чем дело. Поэтому высокий риск дальнейшего подъема ставок. В пользу роста ставок говорит и динамика доходности американских гособлигаций. Эта ситуация неопределенности с динамикой золота разрешится до ноября-декабря 2023 года. Она в основном будет определяться профилем, который золото в этот период сформирует в неделях и в месяцах. То есть вот этот вот период будет очень важен до конца года. Ну, он, конечно, может и вот здесь сформироваться, вот в этом месте.
В этот период, особенно если реализуется второй сценарий сужающихся колебаний в диапазоне 1900-2000 долларов, то есть примерно в этом диапазоне, должны сформироваться исключительно качественные критерии для открытия позиции как вверх, так и для позиции вниз. Это то есть здесь имеется в виду в случае, если будет реализовываться второй сценарий. То есть если начнется растяжение рынка в узкий коридор. Это общее свойство всех длинных сужающихся диапазонов. Мы с вами эту ситуацию будем отслеживать и отмечать ключевые изменения и возможности. Отдельно хочу обратить внимание на объем закрываемой короткой позиции по золоту, если она была открыта вами. В результате закрытия этой короткой позиции по скользящему максимуму последних 5 недель или по другому критерию, то есть после закрытия продажи золота против доллара, мы должны оказаться в нашей нейтральной позиции, то есть полностью в золоте, плюс 2-3% длинной позиции по золоту против доллара за счет долларового кредита. И без долларов. То есть мы должны оказаться в позиции нейтральная, то есть полностью в золоте, плюс 2-3% это за счет кредита, и позиция по долларам должна быть нулевая. Это и в том случае, если будет пробит максимум 2022 года. То есть покупка золота должна происходить на весь объем долларов, плюс 2-3% долларового кредита. Еще более консервативные условия выхода из доллара в золото, но гораздо более сильные, это критерий из долгосрочного анализа и прогноза. Пробой вверх максимума 2020 года. То есть вот это вот уровня 2090, который мы с вами ранее уже неоднократно упоминали в наших долгосрочных прогнозах. К нам опять пришла кошка-попугай, желающая стать телезвездой, а может быть знатоком технического анализа. Такое дерганное, неоднозначное и сложное поведение золота в ближайшие пару-тройку кварталов является следствием того, что мы с очень высокой вероятностью находимся в четвертой волне от первой, второй и третьей волн. То есть вот это четвертая волна. Эта техническая неопределенность отражает фундаментальную неопределенность. С учетом того, что на ближайшие 1,5 года в Штатах снят лимит госдолга, а подавить инфляцию при нынешнем уровне ставок не получается, то финансовая политика в Штатах будет заключаться в том, что Минфин будет постоянно наращивать госдолг и продавать его ФРС. А ФРС будет дергать ставки вверх-вниз. Если будет примерно так, то это прямая аналогия с финансовой политикой Минфина и ЦБ России во второй половине 90-х. Это дергание, эмиссия и утечка капитала впоследствии привели к дефолту 1998 года. С утечкой капитала в Штатах, кстати, сейчас тоже все нормально. То, что анализ и прогноз дают высокую вероятность окончания коррективного движения золота вниз в период с августа по декабрь 2023, говорит о том, что, по всей видимости, в этот период НАТО понесет существенный экономический или военный ущерб в противостоянии с Россией в Северном Причерноморье. И еще один расширяющий горизонты восприятия рынков момент касательно структуры нашей долгосрочной позиции. Наша долгосрочная позиция примерно 3%. Это результат динамики в полугодовом и 2,5-летних масштабах. В первой половине ролика я упоминал, что старше к 2,5-летнему масштабу является масштаб 10-12 лет. Дело в том, что в этом масштабе тоже были выполнены критерии открытия длинной долгосрочной позиции. Давайте глянем на золото в 10-летних свечах. Сейчас это мы сделаем вот так. Так. И немножко подувеличим.
Даже, наверное, еще немножко. Вот так, наверное. Это график золота в десятилетних свечах с 1850 года. Вот отсюда. Здесь у нас слегка сгрудилась наша разметочка ОУ. Вот то, что мы делали раньше. Это вся разметка. Но зато можно ее всю сразу и в совокупности обозреть. И подумать над альтернативными разметками. Первый критерий роста в этом масштабе – пробой вверх уровня максимума 1864 года. Вот здесь. Вот этот критерий. Примерно чуть больше 47 долларов. Он сработал в 1972 году. Примерно через 100 лет. У него есть эквивалент. Это эквивалент не с точки зрения волны льота, а с точки зрения еще открытия дополнительной позиции. Второй критерий долгосрочного роста – это пробой максимума 1934 года. 35 долларов. Он тоже был пробит в 1972 году. То есть они сработали последовательно. Я не буду углубляться в то, что первый критерий по Элиоту имеет больший масштаб, только скажу, что фрагмент роста и коррекции с 1850-х годов по 1920, то есть вот этот фрагмент, вполне можно рассматривать как еще большего масштаба первую волну, для которой вся конструкция с начала 30-х годов, 1930-х, по настоящее время, то есть вся вот эта конструкция, по отношению к этой вот первой волне будет являться третьей волной еще большего масштаба, чем та, которую мы рассматривали. То есть вот эту третью зеленую волну, она может быть частью одной общей большой третьей волны. Вот этой. Третий критерий роста в этих масштабах – пробой максимума 80-го года. 875 долларов, то есть вот этого максимума. Он был пробит во второй половине 90-х годов, то есть вот здесь. Во второй половине 2000-х годов, вот здесь. В зависимости от системы анализа можно еще пару критериев нарисовать, но это не важно. Важно лишь то, что к нашей длинной долгосрочной позиции в 3% можно добавить еще несколько процентов из еще больших масштабов. Критерии закрытия этих позиций в районе минимум 30-х годов, то есть где-то вот здесь, вернее 20-х годов, где-то вот здесь. Поэтому они могут оставаться значимыми дольше младших масштабов, полугодового и 2,5-летнего. Учитывать или не учитывать эту добавочку, это в первую очередь зависит от размера принятия риска и от готовности управлять этой позицией из меньших масштабов. Но теперь замкнулась логика того, для чего мы смотрели такую длинную историю, и то, как десятилетний масштаб может быть связан с недельной, дневной, вплоть до минутной позициями. Помимо этого, если принимать фрагмент роста коррекции с 1850 по 20-е годы, как еще большего масштаба первую волну, для которой вся конструкция с начала 30-х по настоящее время является третьей волной, то по той технике, которой мы с вами пользовались в долгосрочном анализе для оценки из масштабов первой волны, масштабов третьей волны и четвертой и пятой волн, вы придете к выводу, что наша с вами оценка кризиса в зоне доллара как конец 21 века, начало 22-го, то есть где-то вот здесь, то есть с конца 21-го столетия по начало 22-го, может оказаться, мягко говоря, оптимистичным. Кошка опять свалила. С учетом того, что кризис на Западе с высокой вероятностью будет крепчать, то хранение средств в зарубежных юрисдикциях имеет повышенные риски. Поэтому рассмотренные в этом ролике операции золото-доллар более безопасно осуществлять на московской бирже. Напомню, что наша нейтральная позиция – это позиция в золоте. Поэтому неважно, на каком рынке или в какой форме сформирована эта позиция.
Поскольку мы пока рассматриваем только две валюты, то важным является лишь то, в какую валюту и в каком объеме совершены инвестиции из золота. Большинство операций по инвестированию золота, например, в доллар, могут быть проведены на Мосбирже. При этом, используя фьючерсы, можно избежать конской маржи в 5%, в 5 и более процентов, которая фигурирует сегодня в сделках с недружественными валютами. Например, сделка по открытию позиций в долларе и золоте может быть осуществлена следующим способом. Например, предполагаем, что наша стартовая позиция нейтральная, то есть в золоте, в форме контрактов Gold рубль Tomorrow в объеме всего нашего капитала. Это прямой эквивалент спотового рынка золото-рубль. Введение этой позиции и хранение ее на бирже фактически бесплатно. Допустим, что по результатам анализа спотового рынка золота к доллару по какой-либо системе анализа было принято решение об инвестировании золота в доллар. Подчеркну, что важно анализировать именно спотовые цены золото-доллар, а не какие-либо фьючерсные или иные контракты. Например, можно пользоваться котировками спотового рынка золото-доллар с Форекс от какого-нибудь приличного Форекс-брокера. На Мосбирже операция открытия позиций в долларе из золота в рубле может быть проведена двумя способами. Первый способ. В первой сделке мы продаем рассчитанный нами объем золота в граммах за рубли в форме продажи необходимого количества контрактов Gold Rub Tomorrow. Gold Rub Today пока практически не торгуется, но в данном случае для нас это не важно. Так мы уменьшаем свою позицию ниже нейтральной позиции в золоте и получаем позицию в рубле. Эта операция увеличит ликвидность и кредитоспособность нашей общей позиции в рублях. Во второй сделке, используя остатки в золоте и в рубле в качестве залогового обеспечения, мы покупаем необходимое количество однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс золото-доллар, российский рубль. Это так называемые вечные контракты. Срок их обращения до конца 21 века. Плюс они имеют ежеквартальную возможность исполнения в долларах. Подробнее смотрите информацию на сайте Мосбиржи. Колебания их стоимости относительно биржевого спотового курса доллара к рублю не очень значительны и имеют примерно квартальную периодичность. Используя операцию покупки в этом вечном фьючерсе, мы эффективно получаем позицию в долларе, то есть покупая этот контракт, но при этом избегаем 5% комиссии при операциях с недружественными валютами. При необходимости раз в квартал этот фьючерс может быть обращен в доллар. Второй способ открытия позиции в долларе, США и золота на Мосбирже. Мы используем остатки золота в форме контракта Gold рубль Tomorrow и продаем необходимое количество контрактов Gold USD с каким-либо сроком погашения. При этом, чем дальше будет срок погашения, тем выше будет цена контракта по отношению к цене спотового рынка золото-доллар. Но чем ближе к сроку погашения контракта, тем ближе его цена будет к спотовому рынку. Таким образом, такой способ продажи эквивалентен одновременному открытию позиции в долларе и золото и получению дополнительного дохода в виде процентного дохода по долларовому депозиту по некой рыночной ставке, близкой к ставкам депозитов в долларах на этот срок. По поводу фьючерсных контрактов на какой-либо инструмент существует заблуждение, что его нужно хранить до погашения. Это неверно. Он в любой срок может быть как куплен, так и продан. В отличие от первого варианта, второй вариант не увеличивает рублевой ликвидности и не позволяет уменьшать рублевые кредиты, если они были открыты параллельно в других сделках, например, на покупку акций под залог золота. Помимо этого, стоит помнить, что фьючерс на золото в долларе имеет конкретный срок погашения, и если он не совпадает с решением о сроке удержания позиции в долларе против золота, то до момента его исполнения необходимо ее переоткрыть в более позднем контракте. То есть продать и купить другой фьючерс. Продать один и купить другой. В случае же, если возникает необходимость открытия длинной позиции в золоте за счет долларового кредита, то эта операция может быть проведена по аналогии.
с только что обсужденной короткой позиции по золоту против доллара. Для этого используется остаток безналичного биржевого золота в качестве гарантийного обеспечения. Используя остаток безналичного биржевого золота в качестве гарантийного обеспечения, мы можем за счет рублевого кредита приобрести необходимое дополнительное количество золота. Таким образом откроется дополнительная позиция в золоте и появится рублевое обязательство. А продав такое же по стоимости в рублях количество долларов в форме либо однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс доллар США российский рубль или аналогичных контрактов или аналогичных срочных контрактов, мы создаем аналог длинной позиции в золоте за счет долларового кредита. С тем небольшим отличием, что размер ставки по кредиту будет не долларовый, а рублевый. При ставках по рублям выше, чем по долларам, это немного будет удорожать ведение позиции. Но в случае, если ставки по долларам станут выше, чем по рублям, то это будет выгоднее. Сейчас отличие в ставках в несколько процентов годовых. При движениях золота в несколько десятков процентов в квартал, как это происходит в последнее время, это отличие практически несущественно. Главным является качественный прогноз ценовой динамики золота. Прежде чем проводить любые операции с фьючерсами, в первую очередь необходимо ознакомиться с их описанием на сайте Мосбиржи. В случае, если нейтральной стартовой позицией является не в форме биржевого безналичного золота в виде контрактов Gold Group Tomorrow, а наличное золото в форме золотых слитков или золотых монет, или в виде остатков безналичного золота на банковском счете, то для проведения описанных выше операций сначала необходимо будет организовать на бирже кредитный лимит для совершения операции. Алгоритм организации этого лимита примерно такой. Вы напрямую договариваетесь с брокером или банком-брокером, что он в залог вашего наличного золота или остатков безналичного золота на биржевом счете открывает вам лимит для операций на бирже. И далее вы можете действовать по описанной выше схеме. Такая форма организации биржевых операций предпочтительнее, поскольку она не подразумевает неиспользуемые непосредственно в операциях кредитной задолженности, по которой начисляются проценты за пользование кредитом. Но реализовать эту схему без ущерба для надежности банкам и брокерам достаточно сложно. Наиболее вероятна схема прямого кредитования в банке. Желательно в форме кредитной линии под залог наличного золота или остатков безналичного золота на счете с последующим переводом кредитных денег на биржевой счет. В этом случае необходимо будет выбрать наиболее дешевую форму возобновляемой кредитной линии со возможностью гашения кредита в любой срок и следить за тем, чтобы на биржевом счете не скапливались остатки рублей, перечисляя их на гашение кредита в банке. При этом, если лимит на бирже открыт с каким-либо из способов, то у вас также появляется возможность регулирования своей позиции в золоте, не совершая операций с наличным золотом, а значит избегая конских банковских спредов в 5-10% при операциях с наличным золотом, монетами или безналичным золотом на счете. Например, это можно делать не только через длинные и короткие позиции золота против доллара, как это было описано выше, а используя только первую часть показанных выше схем. Управлять своей позицией золото-рубль. Используя по аналогии с показанной ранее схемой соответствующие биржевые фьючерсные контракты, также можно создавать как минимум позиции золото-юань и золото-евро. В этом ролике мы с вами определили, как сейчас выглядит в процентах от капитала размер вашей среднедолгосрочной позиции, нашей среднедолгосрочной позиции в долларе. Опираясь на прогноз сценариев поведения доллара к золоту, обозначили критерии управления этой позицией. Кошка опять решила поиграть в попугая. Да? Попугай опять будет играть. На всякий случай еще раз напомню общую схему нашей инвестиционной логики.
На основе тех фактов и аргументов, которые мы с вами разбирали в предыдущих роликах на нашем канале, мы пришли к выводу, что с очень высокой вероятностью золото является более качественными деньгами с точки зрения сохранения стоимости, чем фиатные валюты. Конкретно мы это посмотрели на рубле и на долларе. Историческое качество остальных валют, за исключением швейцарского франка, пока находится между ними. В будущем ситуация может измениться, но наш макропрогноз показывает, что с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия фиатные валюты также будут уступать золоту в качестве инструмента сохранения стоимости. Поэтому совершенно логичным, по крайней мере для инвестиционных и сберегательных целей, полагать позиции в деньгах, то есть нейтральные позиции, полностью позицию в золоте. В любую другую позицию в валюте или активов необходимо при этом рассматривать как инвестиционную, в них из золота. Критерий принятия решения инвестиции золота в эту валюту очень простой. Она должна расти к золоту на горизонт планирования инвестиций. Или в традиционной трактовке графиков золото должно падать к этой валюте на горизонте планирования инвестиций в нее. Как мы увидим далее, совершенно аналогично картина выглядит и со всеми остальными активами. То есть для принятия решения об инвестировании мы делаем все то же самое, что и ранее, при решении инвестировать рубли или доллары. Но теперь ориентируемся не на динамику стоимостей, цен и других показателей в этих валютах, а на динамику этих экономических и финансовых показателей в золоте. То есть мы используем очевидное следствие наших предыдущих роликов. Если мы получим прибыль в золоте на каком-то промежутке времени в результате инвестиций в какой-то инструмент, то чем длиннее этот промежуток времени, тем выше вероятность, что в любой валюте она будет и подавна. Прибыль, конечно же, будет одна и та же, разницы никакой не будет. Но в попугаях она будет гораздо больше. В этой логике, в этом ролике мы рассмотрели инвестиции золота в доллар. Как я уже говорил, несмотря на то, что инвестиции из золота в валюту сама по себе достаточно бессмысленны, мы рассматриваем инвестиции из золота в валюты с учетом исторических реалий. Большинство из нас исторически рассматривают позицию в валюте как инвестицию. Именно поэтому я и начал с валют. Но как мы с вами далее увидим, валюты только расчетный транзитный инструмент для перехода из золота в другие валюты. И если нет прогноза устойчивого роста этих активов в золоте, то не стоит покупать и валюты, если некуда переходить. Мы говорим только об инвестициях и не касаемся пока текущих расходов или долгосрочных покупок и оптимизации их финансирования, хотя и там есть очень интересные следствия. В будущем мы эту тему тоже немного затронем. Хотя больше она, конечно, важна для корпоративных финансов. Рассмотрев доллар, мы пришли к выводу, что сейчас среднесрочная инвестиционная позиция в нем может быть в пределах от 20-25% от всего капитала. Мы определили возможную позицию в долларе из золота, но находясь в золоте и инвестируя в доллар, мы точно так же могли смотреть возможности инвестирования и в другие валюты, в частности в рубль. Причем, заметьте, мы можем делать это параллельно с долларом и независимо от него. То есть ситуация с долларом к золоту может развиваться своим чередом, а параллельно мы с вами определим в следующем ролике то, какова может быть позиция золото-рубль. Еще раз надоедая вам, отдельно подчеркну, что позиция золото-доллар определяется исключительно динамикой доллара к золоту, а позиция золото-рубль определяется исключительно динамикой рубля к золоту. И выводы, полученные на динамике золото-доллар, никак не влияют на решение и действия по поводу позиции золото-рубль и наоборот. Это очень важное замечание. И еще одно не менее важное замечание. Обратите внимание на то, как решение о том, что более качественными деньгами является золото, а соответственно и то, что нейтральные позиции выгоднее и безопаснее, неправильнее, а именно выгоднее и безопаснее считать позицию в золоте,
меняет логику наших инвестиционных рассуждений и решений. Мы находимся в золоте и анализируем возможность инвестирования в какую-либо из валют с последующим возвратом золота, когда будет принято решение о закрытии этой инвестиции. А не мучаемся тем, в какой валюте находиться, а потом не мучаемся купить или не купить золото и в какую валюту из него выходить. Наш подход базируется только на прагматике и нашей собственной выгоде. В следующем ролике мы с вами примерно по такой же схеме, как и в этом ролике, определим структуру среднесрочной позиции золото-рубль и прогноз управления ей. Проделав это, мы с вами автоматически получим примерную позицию доллар-рубль. Далее ее можно будет слегка изменить, используя анализ и прогноз непосредственной динамики рубля к доллару. Но теоретически те из вас, кто смотрел предыдущие ролики, могут на основе этого ролика, как примера, и роликов со среднесрочными и долгосрочными прогнозами золота к рублю и доллара к рублю, в общих чертах сделать это самостоятельно или, по крайней мере, поупражнять мозги. Это может привести к очень интересным выводам и поможет увидеть всю инвестиционную картину немножко по другим углом. В конце напомню, что приоритетно и в первую очередь ролики канала размещаются на Дзене. Там же размещаются статьи и графики к роликам. Ролики выходят не в хронологии недель и месяцев, а тогда, когда этого требует рыночная ситуация. Поэтому, чтобы вовремя получать информацию об очередном ролике, подписывайтесь на наш с вами канал. Это также является достаточно важной для меня поддержкой канала. И извините, пожалуйста, что этот ролик получился таким длинным. Но, короче, не получалось обо всем рассказать так, чтобы не разорвать логику. На этом разрешите пожелать вам спокойствия, созерцания и ясности. И попрощаться с вами до следующего ролика. До новых встреч, друзья!